The mind is the brain in action. Сознание — это мозг в действии. And then everything is being brought together by how we use this when we educate. И важно, чтобы и этот орган, и то, как он действует, позволяли нам осуществлять какой-то важный для всех нас процесс, то есть процесс образования, обучения. So I also use this when I teach about religion, how religion is actually working. И все это я использую также и когда я читаю лекции по религии. And what is research has shown that students are being taught content, but they are not being taught the ability to master content. Из моего опыта, из нашего опыта, я знаю, что студентам предлагается некое содержание образования, но то, каким образом они овладеют им, остается еще трудным орешком. Они не знают, как лучше овладеть этим содержанием. So to help students learn more effectively, I developed this program about how to learn. И для того, чтобы помочь студентам более эффективно обучаться и изучать предметы, я разработал свою программу. So let's talk about this. What is distance education and how does it support lifelong learning? Что такое дистанционное образование и как оно сопрягается с образованием в течение всей жизни, то есть с непрерывным образованием? And in thinking about this, we use the word metacognition. Мы в применении к этому применяем термин метапознание. So that is how we think about thinking. То есть то, как мы думаем о самом процессе мышления. And this will also help us to think about teaching, how and why we teach. И это помогает нам в обучении, то есть в том, как и почему мы тем или иным образом выстраиваем наши образовательные стратегии. And metacognition is always about four aspects: goal, person, task, strategy. Метапознание включается 4 аспекта. Это цель, личность, задача и стратегия. So the goal is where are we going and where are we now? Цель – это то, к чему мы стремимся, и наша нынешняя точка по отношению к этой цели. Person is about who is involved, the teacher, knowing yourself, but also the student, knowing your student. Личность – это и личность преподавателя, и личность студента. Причем они взаимосвязаны. Преподаватель должен знать студента. A task is what we set out to do, and that is almost like a discipline, like sport, soccer versus chess versus swimming. А задача – это то, что мы делаем. Это, собственно говоря, задача может ставиться где угодно, и в спорте, и в плавании, и в футболе, добиться каких-то результатов. And strategy is then how do we do this discipline? Because you play chess different than when you swim or the way that you play soccer. А стратегия – это то, каким образом мы добиваемся целей. Добиваются цели в футболе иными способами, чем в шахматах. Now, there was research done by the Commonwealth of Learning, a group of people. Результаты исследований, которые были проведены сообществом работников образования, таковы. And according to them, there are 95 million students which do not yet have space to study at a university. Необходимо каким-то образом дать возможность 95 миллионам студентов, потенциальных студентов, у которых нет возможности посещать университет, получить образование. Also, people in employment, they have the need, the constant need for reskilling and upskilling. Кроме того,
огромное количество людей, которые уже работают, нуждаются в повышении квалификации или в переориентации профессиональной. And they cannot come back to university to study 3 or 4 more years. И у них, конечно, нет возможности покинуть свое рабочее место и еще на 3-4 года сесть на студенческую скамью. And therefore distance education is always a good answer. Поэтому дистанционное образование здесь является вполне неплохим выходом. Now, if we look at the history of distance education, we can talk about 5 generations. Если мы обратимся к истории дистанционного образования, можно говорить о 5 поколениях дистанционного образования. The first generation was when it was in print and everything was sent out in print by mail to the students. Первое поколение – это когда все материалы были в печатном виде и рассылались по почте студентам. The second generation is when they started to add multimedia like audio tapes or video tapes. Второе поколение – это первые попытки использовать мультимедийные средства, как записи в виде кассет, звуковых кассет, либо видеокассет. The third generation was telelearning, where you have audio teleconferencing or video conferencing. Третье поколение – это использование телевидения, когда телеконференции и видеоконференции начали использоваться для целей обучения. The fourth generation was flexible learning, where you have access to the internet and use that as the basis of teaching. Четвертое поколение – это уже гибкие подходы с использованием интернета, когда можно использовать всевозможные средства, которые интернет предоставляет нам. And the fifth generation is totally flexible, where a person can study anytime, anywhere, with interactive communication. И пятое поколение – это полная гибкость в образовании, когда человек в любое время, в любом месте может в интерактивном, в том числе режиме, осуществлять свое образование. If we think about how we can do this, there are always 3 aspects involved in distance education. Если мы подумаем о том, как достичь наших целей, всегда мы обращаемся к тому, что есть 3 аспекта у дистанционного образования. Now, Sir John Daniel talks about access, quality and cost. Сэр Джон Дэниел, выступая на одной из конференций 3 года назад, сказал, что есть 3 таких основных компонента, как доступность, качество и стоимость. So access we want wider to get more people in. Доступность подразумевает возможность как можно большего числа участников, то есть обучающихся. Quality must be higher so that we have really good teaching. Качество должно быть выше, то есть преподавание должно вестись на высоком уровне. But the cost must be affordable. Но стоимость должна быть ниже, то есть она должна быть доступной. So that is actually what the triangle should look like. И таким образом треугольник, который сначала был равнобедренным, должен выглядеть вот так, в идеале. But often this is the reality. You have high access, but this is not Но so часто good. получаются перекосы вот такого рода. Доступность большая, но качество не слишком высокое. И иные варианты. Technology enables us to lower the cost and get wider access and higher quality. С помощью технологий удается повысить качество и снизить стоимость образования. But then technology must be used in a very intelligent way.
Но для этого технологические средства должны использоваться с умом. Now we've got various aspects of technology. У технологий масса различных аспектов. One of the newest aspects is the whole move towards open educational resources, OERs. Один из новейших трендов – это направление к открытым образовательным ресурсам. So the fact is that if so many students need to study, we need to lower the cost. And their OERs are actually very important. Эти открытые образовательные ресурсы очень важны в том случае, если нам требуется иметь как можно больше студентов при минимальной стоимости образования. But working with technology, you always have some aspects that you need to take into account. Когда вы работаете с технологиями, нужно всегда иметь в виду некоторые определенные аспекты. Information overload is a real problem. Одна из серьезных проблем – это информационная перегрузка. The moment you open a web page, immediately there are 3, 4, 5, 6 tabs that you can open, and then you are gone. Вы открываете одну веб-страничку, потом открывается еще, и вы можете утонуть. And then you also have to take into account the digital divide. Потом есть такая проблема, как цифровая пропасть, даже скажем так сказать. The young people are comfortable with technology, the older ones not always. Это пропасть между цифровыми средствами и техникой и тем, как люди могут этим пользоваться. Молодое поколение легко перепрыгивает через вот этот самый раздел, через эту пропасть. А людям постарше это может быть не под силу. But the fact that the young people are always on their phones and using social media doesn't mean they know how to use it to study. Но то, что молодые люди все время используют свои гаджеты, свои телефоны и все время могут находиться в сети, еще не значит, что они могут использовать эти возможности для обучения. And the reason is studying on technology is not being modeled or showed by the teachers. Дело в том, что когда вы обучаетесь с помощью технических средств, вам не всегда может помочь преподаватель. So we have to become comfortable with not only teaching with technology, but also learning with technology ourselves. Поэтому нужно создать такие условия, чтобы удобно, комфортно и без лишних трудностей можно было и преподавать преподавателям, и обучаться обучаемым.